Здрасте. Приобрел себе недавно казан на 10 литров, чугунный. Толщина стенки где-то 7-8 миллиметров. Но перед тем, как в нем готовить, его необходимо обжечь. Потому что верхняя часть – это технические масла. Ему покрывается казан для того, чтобы он не покрывался как раз-таки ржавчиной. Его нужно обжечь для приготовления в нем еды. Чем мы сейчас и займемся. Открываем. Заправляем нашу жаровню дровами для розжига. Когда дрова разгорятся, необходимо поставить казан на огонь. Нам нужна хорошая температура. Чуть-чуть прикрываем, чтобы была тяга. И ждем, пока он начнет белеть. Прошло где-то 10 минут. Казан начинает сереть. Вот полоса серая. Он начинает покрываться, серым становиться. Вот черный, это еще не прогорело. Дым летит, ничего не видно. Прошло минут 10. Сейчас он низ прогорит, его надо будет вертеть по кругу, чтобы все ушки, все прогорело дальше. Не знаю, видно на камере, не видно, но вроде видно. Вот серая полоса. Вот она. Где она? Вот она. Нет, вот. Серая полоса, черная. Он начинает масла выгорать, воняет. Это надо делать, конечно, если на костре, то на улице. Дома вытяжка не поможет, поэтому где-то на даче, либо в частном доме нужно этим заниматься. Ждем. Низ уже обгорел. Его теперь необходимо как-нибудь повернуть. Так, чтобы он... Бока у него подгорели. Уши все. И все остальное. Это не очень удобно. Перчатками брать его не вариант, потому что... Вот так вот его вертим как-нибудь на бок. Это все должно прогореть. Открываем заслонку. И вертим его по кругу, пока вот эта вся внешняя часть не станет серой. Просто на камере плохо видно, низ уже посерел. Вон там черное выделяется. Как раз таки смазка и все остальное, которое будем потом смывать. Прошло еще минут 5, поэтому поворачиваем и ждем. Нашел метод, как его поворачивать так, чтобы не обжечь себе руки. Берем 2 палочки, варежку и аккуратно вот так на бок его кладем, чтобы он еще дальше обгорал. Вот такая нехитрая приспособа. Ждем еще минут 10. Прошло в общей сложности примерно полчаса. Вот на камере видно, вот он уже прям посерел. Вот такого он должен быть цвета весь. Потом переворачиваем на одно ухо его. Низ уже почти готов. Пусть работают бока, потому что они еще черные. Процесс этот не быстрый, час-полтора, то и может и 2, в зависимости от толщины казана и всего остального, количества масла технического. Поэтому жарим его, жарим, пока так, ждем. Прошло в общей сложности примерно 20-25 минут. Он побелел с этой стороны, ухо побелело, окантовка побелела, его надо перевернуть на другую сторону. Берем наши импровизированные чипсы, и ничего у нас не получается. Вот так как-то. Варежек нет. Переворачиваем на другую сторону, на левую. Видите, какая она серая? Вот такой он должен быть весь. Ухо серое, остальные все черные. Вот его надо докалить до конца. Ждем еще минут 20. Прошло еще где-то минут 10-15. Та стенка, где сейчас огонь уже начинает белеть, надо его перевернуть, чтобы у нас вот та стенка тоже обжигалась. Берем наши импровизированные щипцы, аккуратненько его поворачиваем как-нибудь вот так, примерно. Лучше вот так. Все, пусть стоит, греется. Еще минут через 10-15 посмотрим, что произойдет. Прошло еще минут 20, та стенка полностью, вон дальняя, она стала серая, вон окантовка черная. Осталась у нас одна сторона, надо его еще раз перевернуть. Очень неудобно, но что поделать. Что имеем, то имеем.
Еще чуть-чуть. Вот так. Последняя сторона. Одно ухо. И как раз таки вот эта часть, вот она осталась. Отсюда будет лучше видно. О, какой гром хороший. Только что солнечно было час назад. Вот вся сторона дальняя, она уже серая. А вот осталось кусочек, у нас остался черный. Примерно еще, я думаю, минут 20-25, чтобы она полностью обгорела. Даем максимальный жар. Температура чугуну должна большая быть. Все, ждем минут через 25, я еще включусь. Казан почти весь побелел, точнее посерел. Вот полоска одна осталась, она сейчас, чтобы быстрее он прогорел, его повернуть еще немного. И думаю, минут 10 и будет готово. Прошло, эта стенка горела где-то 20-25 минут примерно. Оп. Не все так просто, как кажется. Мы справимся. Видите, весь серый. Есть кое-где черная, но она отмоется. Сейчас вот эта часть вот выгорит. И все, можно будет снимать, дальше заниматься мангалом. Ой, мангалом, казаном. Все, сейчас минут 10 и будем снимать. Наш казан полностью побелел. Его теперь необходимо полностью снять с огня и дать ему остыть естественным путем. Ни в коем случае водой, маслом поливать его в данной температуре нельзя, потому что чугун очень хрупкий металл. С ним надо обращаться очень бережно и нежно. Из-за перепада температуры он просто треснет. И вообще, когда будете этим заниматься, лучше возьмите какие-то клешни, потому что он очень горячий и очень тяжело его снимать. Весит он примерно 7-8 килограмм, казан на 10 литров. Его можно снять и так, если у вас хватит силы. По идее должно. Если казан литров на 22, то вы его так не снимете. Снимаем его, ставим на какую-нибудь деревянную поверхность, либо на плитку можно уличную. И где-то, в зависимости от температуры на улице, полчаса, час даем ему отдохнуть, чтобы он полностью, ну не полностью, чтобы он остыл, был слегка теплый, не сильнее. Желательно, чтобы вообще полностью остыл, никаких перепадов температуры не было. Закрываем наш очаг, пусть там угли догорают. Время на прожарку его у нас ушло где-то около часа. Процедура не быстрая. Нас еще надо будет его сейчас несколько раз промыть, потом залить маслом. Я вам все покажу. Пусть он охлаждается. Можете спокойно заниматься своими делами, пить чай, кофе, отдыхать. Ждем. Через час примерно включимся. Наш казан полчаса постоял на улице. Он уже остыл. Проверяется очень легко. Сначала опускаете руку туда. Если его нет тепла, он уже остыл. Или маленькую капельку воды. Если не испаряется, то готов. Но это после руки уже делаем, потому что если он будет горячий, ну это не очень хорошо. Наливаем воду. Берем обычную губку жесткой стороной, никаких чистящих средств. Просто аккуратненько его вымываем от всего нагара, который образовался в процессе. Губка, скорее всего, потребуется не одна, потому что она чернеет. 2-3 штуки будет достаточно. Все аккуратненько, хорошенько вымываем. Вся наша чернота уходит в воду. Трем хорошо, жесткой стороной. Никаких чистящих средств не добавляем, потому что это испортит весь наш мангал. Потом придется прожигать опять. Аккуратненько, тщательно все пазы вымываем. Спешить нам некуда. Процесс трудоемкий.
Ну, лучше сделать один раз хорошо, чем не делать вообще. Протерли, воду лишнюю выливаем. Серый красивый мангал. Процедуру с водой надо повторить 2, желательно 3 раза, чтобы хорошенько все вымыть. Снизу руки черные, лучше одевать перчатки от нагара, чтобы руки потом не мыть. Сейчас домоем и начнем его дальше подготавливать. Промыли мы казан пару раз, полностью он прогорел, но осталась мелкая фракционка, от губки. Берем обычную салфетку бумажную и аккуратненько все это вытираем. Если необходимо, губка еще черная, губка салфетка черная еще, если вы видите это, надо еще пару раз его обмыть, чтобы это все не попало к вам в еду. Сейчас обмоем и еще раз включимся. Казан мы полностью промыли 4 раза, ушло 2 губки. Он готов. Берем, разводим костер на очаге и ставим его на очаг. Сейчас водичка, которая осталась, выпарится точнее. Даем максимальный жар, чтобы дрова разгорелись. Сейчас начнет выпариваться вода. Когда он чуть-чуть нагреется, дымит так, как чуть нагреется, надо будет наливать масло и создавать масляную пленку, чтобы дальше на нем готовить. Потому что без этой пленки он будет постоянно чернеть и все остальное. Сейчас вся водичка выпарится. Начнем наливать масло. Сейчас дрова сильнее разгорятся и будет все намного быстрее. Также даем максимальный жар, потому что надо, чтобы масло начало дымиться в нем. Ждем. Слишком дрова плотно накидал, дымит, сволочь. Все, мангал у нас подсох, влага лишняя убралась. Берем обычное масло, дезодорированное, рафинированное, чтобы не было никакого запаха. Никакие там, я видел видосы, льняные, там хлопковые масла, не надо ничего лить. Обычные подсолнечные будет достаточно. Очень много не льем, там много не надо. Чуть-чуть по стеночкам его разлили. Берете какую-нибудь кисточку, там кулинарную, неважно, щеточку, и аккуратненько его промазываете со всех сторон. Все стенки. Процесс не быстрый. Повторяю, здесь спешить не надо. Потому что надо один раз его обжечь, чтобы потом не было никаких вопросов. Аккуратненько, не спеша. Можете делать шумовкой, но шумовкой или половником мне неудобно. Кисточка самое то. Все края, все пазы, ушки сверху промазываем. Все тщательно. Вымазываем. Лить сюда литрами масла не надо. Нам надо создать пленку. Надо, чтобы оно наоборот быстрее впитывалось, нагревалось и создавало необходимый слой защитный. Если вы много нальете, оно будет очень долго нагреваться. Оно будет все внизу, и толку от него все равно по стенкам спускается. Толку никакого нет, потому что процедуру надо проделывать не один раз. Раза 2-3 минимум. У кого есть желание и терпение, можете делать это раз 5. И постепенно его снизу вверх промазываем стеночки. Он начинает нагреваться. Масло начинает приставать к чугуну, создавать необходимый защитный слой.
Никуда не спешим. Подождем минутку, секунд 30. Опять дождь начинается, сейчас шуметь будет. Надо, чтобы масло хорошо прогрелось. Не знаю, на камере видно, нет, мимо дыма масло начинает дымиться. Надо его еще размазать. Помимо того, что он создает сейчас защитный слой, оно и забирает лишнее пригорь, которая там осталась. Мы это масло выльем, его использовать нельзя. Ни в коем случае. Видите, то много налил, вон снизу. Да, видно, еще есть лишнее масло. Делаем все это аккуратно, чтобы масло не выпадало на огонь, туда вниз, потому что она загорится и будет не очень приятно. В процессе, как обычно, камера почему-то захотела отключиться, но тем не менее. После того, как мы промазали наш казан маслом, кисточкой, он чуть прогорел, его надо снять с очага и дать ему немного остыть. Чтобы он остыл, масло не было горячим, берете аккуратно салфетку и вытираете излишки масла. Аккуратненько, не сильно не размазывая, чтобы салфетка там не осталась. Просто аккуратненько вытираете все масло лишнее. Ставите потом его еще раз обратно на очаг. Повторяйте процедуру со смазыванием кисточкой, с обжиганием его, раза 3 минимум. Потом остатки, то что я вам дальше покажу, там камера включилась, надо обжарить его с луком и морковкой, чтобы придать ему определенный вкус, чтобы он впитал вкус именно овощей. И потом снимаете, осуждаете его, выливаете это, выкидываете, выливаете. Также охлаждаете его, протираете салфеточкой, у вас маслом все покрылось, все, он у вас готов для готовки. Также его надо в этом виде и хранить. Низ, если вы готовите на костре, либо на открытом огне, протирать ничем не надо, ни маслом, потому что там образуется копоть, он не будет подвергаться коррозии, все с ним будет хорошо. Убираете куда-нибудь в сухое место, невлажное, и все, у вас в следующий раз казан готов к работе. Вот выглядит это примерно как-то так. Все, теперь наливаем сюда достаточное количество масла. Для чего, сейчас покажу. Это примерно пол-литра. Открываем створку, чтобы дымить, чтобы загорелся наш костер. Створку прикрыли, он затух. Все, пусть пока стоит. Дальше, пока казан масло налили, чуть греется, нам нужно обжарить в нем овощи. Лук и морковку. Шелкуем лук, как вам удобно. Полукольцами, квадратами. Вообще принципиально разницы нет. И отправляем его аккуратненько в казан. Масло разогрелось. Отправляем лук в казан. Делаем это аккуратненько. Масло горячее. Соблюдаем технику безопасности. Масло сильно нагрелось. Сейчас лук его чуть притопит. Лука первого не горела, ничего страшного. Закрываем нашу дверцу. Пусть обжаривается потихоньку. Напитывается вкусом,
и ароматом. Сделали минимальный огонь, пусть потушится. Туда же режем морковь произвольным способом. 3-4 штучки будет достаточно. Морковь предварительно помыть. Добавляем сюда же морковь. Лишнее убежало, ничего страшного. И шумовкой аккуратненько ее помешиваем. Приоткрываем дверцу. Дать жару. Просто аккуратненько его помешивая маслица по всем стеночкам. Видите, какой слой красивый создается. И когда будете потом готовить постоянно, он у вас будет нагорать. Масло будет впитываться со всеми вкусами. И аккуратненько помешиваю по всем стенкам 10-15 минут. Повторяюсь, мы никуда не спешим, нам нужен результат. Овощи в масле жарятся. Есть их потом ни в коем случае нельзя. Мы это делаем для того, чтобы напитать вкусом наш казан. С боков все, после когда поворачиваете, вращаете масло в казане, все овощи с боков убирать, чтобы они не пригорали. Все, наши овощи подрумянились. Можно все это дать ему остыть. И все эти овощи выкинуть, ни в коем случае их не есть. Вместе с маслом. Потом, когда остынет казан, салфеточкой также аккуратненько протираете просто его насухо. Вся вот эта вот нагарь, которая от масла появилась, она прилипнет. То есть сейчас она еще пока горячая, может кое-где там он отставать. И как только он охладится, аккуратненько салфеточкой протираете, и все. Можете использовать казан. А попозже, сейчас он остынет, мы в нем приготовим плов. Ну как плов? Рис с мясом, конечно, плов это громко сказано. Я вам все покажу. Все. Выключаем и ждем, пока остынет все это мероприятие. Ну, конечно, снять его надо с огня. Опять же, аккуратно. Все, пока. Казан мы с вами обожгли, он готов к работе. Теперь надо что-то в нем приготовить. И как же первое блюдо может быть только плов? Ну, это, я не назову его громким словом плов, это обычный рис с мясом, чтобы не было каких-то претензий ко мне. Обычный рис с мясом. Для этого нам потребуется морковка, лук, чеснок, черный перец, паприка молотая, рис, немного терпения, казан и очаг. Приступим. Первоочередная наша задача – подготовить рис. Берем кастрюльку, высыпаем рис. Здесь 1,5 килограмма риса. У нас на 2 килограмма мяса, овощи, морковка, лук, ну где-то по полкило примерно. Рис необходимо промыть и залить водой, чтобы он настоялся. Овощи заранее почищенные, надо нарезать лук и морковь. Лук можете резать полукольцами, либо квадратиками маленькими, как вам больше нравится. В процессе тушения он у нас все равно немножко уйдет. Нарезайте, кому как нравится. Лука примерно полкилограмма, может чуть больше.
порезали, теперь занимаемся морковью. Нарезает кто как нравится, кому длинные, большие полоски, кому маленькие. Мне нравится поменьше. Режем его пополам. Не очень мелко режем его полосками. И этот, возможно, еще пополам. Я делаю так. Вы, если хотите, можете делать их покрупнее или поменьше. Кому-то квадратиками нравится. Кому как удобно. Все делается по вкусу. Берем головку молодого чеснока, чистим его. Вырезаем все лишнее. Наш чеснок молодой готов. Чистится он быстро и просто. Подготавливаем, переходим к следующему этапу, подготавливаем мясо. Из мяса у нас свинина. Курицу я не сильно люблю в плове. Говядина тоже на любителя. Это свиная лопатка. В меру жирная, в меру мясистая. Надо его аккуратненько подготовить, вырезать оставшиеся кости, которые сухожилия мясник не вырезал. Проверяем тщательно, чтобы потом у нас не было сюрпризов. Чтобы кому-то не попался на зуб. И было очень неприятно и больно. Еще раз проверив, что у нас нет лишних сухожилий и костей, нарезаем его средними порционными кусочками. Примерно чуть меньше, чем на шашлык. Ставим наш казан на огонь, предварительно взяв пару салфеток, чтобы не испачкать руки. А то будете ходить, потом мыть руки перед готовкой. Даем максимальный жар. Наливаем чуть-чуть масла, не надо много масла. Кто там льет килограммы, литры масла, не надо много масла. Зачем оно вам столько? Я понимаю, что любят люди, допустим, жирный плов. Масло это перебор. Миллилитров 50 примерно. Ждем, пока она прогреется. Начнет дымить и будем закидывать мясо. Наше масло прогрелось. Аккуратненько закидываем свинину. Будем ее сейчас обжаривать до золотистого цвета, чтобы придать ей вкусную корочку. Много масла лить не надо. Как жир начнет упариваться, нам его будет достаточно. Как видите, масла не очень много у нас. Его там практически уже нету. И при этом у нас ничего не пригорает. Мясо румянится, все хорошо. Ух, дымит только сильно. Ну, что поделать. Наша мяско потихоньку подрумянивается, выделяет сок, жирок, вон он снизу. И заменяет нам тем самым такое большое количество растительного масла, которое все любят. А может и не все. Ну, каждому свое.
мяско. Она дает небольшую золотистую корочку, выделяет сок. Пора добавлять лук. Минут 10-15 жарим, пока лук не обретет золотистый цвет. Лучок у нас позолотел, мясо начало дальше выпускать сок. Вот видите, сколько жидкости. Пора добавлять на морковочку. Обжарить все это с морковью. Добавляем морковь и обжариваем с ним примерно еще 10-15 минут. Обжарив лук с морковкой и с мясом, нам необходимо теперь добавить воды. Вода добавляется кипяченая с чайника. Почему? Потому что если вы будете лить холодную воду, для казана это не очень хорошо, может треснуть из-за перепада температур. Поэтому горячую кипяченую воду добавляем к нашему мясу. Казан 10 литров, мясо 2 килограмма, моркови и лука где-то по полкило. Воды здесь литр 700. Если будет не хватать, потом в процессе добавим еще. Надо, чтобы мясо немножко покрывало, вода точнее, немножко покрывала мясо. Самое время добавить специй. Специй я сильно не мудрю. Мне нравится молотый черный перец, свежий, потому что дает насыщенный вкус и аромат. Потому что покупной, молотый, уже готовый, не даст вам того аромата и специй, как свежемолотый. Солить и перчить нам необходимо чуть-чуть сильнее, чем обычно. Видите, сильно кипит. Надо прикрыть дверцу, вода закипела, чтобы дать равномерный огонь, чтобы она так сильно не кипела. Он сейчас должен томиться. Так вот, воду, точнее зирвак, который мы с вами готовим, считайте, что бульон, как называйте, как хотите. Необходимо чуть-чуть пересолить и чуть-чуть переперчить. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, потому что когда вы будете добавлять потом паприка молотая, соль, перец, молотая паприка не копченая, для вкуса и цвета. Хотите, можете не добавлять, кому как нравится. Чуть-чуть пересолить, переперчить, чтобы, когда вы добавляли потом рис, он у вас впитал остальные специи, и у вас был равномерный, красивый вкус. И соли, и перца. Аккуратненько перемешиваем, чтобы специи распределились. Помешали, специи немножко разошлись, и пробуем на соль и перец. Вот, чуть-чуть пересолено, чуть-чуть переперчено, самое то. Оставляем его на маленьком огне, чтобы, видите, он чуть-чуть бурлил. Зирвак не должен кипеть очень сильно. Он должен просто греться, он должен томиться долго, чтобы мясо стало очень мягким, забрало вкус морковки, лука. И тогда у вас будет очень вкусный плов рис с мясом. Плов рис с мясом называется. Все, закрываем его крышкой.
и не трогаем, следим за температурой, чтобы он томился примерно час. Потому что свининка должна распариться, будет очень мягкая, вкусная. Кто-то хочет, может готовить меньше 30-40 минут. Это в зависимости от того, кому как нравится. Мне нравится, чтобы мясо прям разваливалось, оно было мягким. Кто хочет что-то пожевать, тогда минут 30-40. Надо регулировать, смотреть. В любом случае, у кого какой жар, казан разный, толщина разная. Потом через час посмотрим, что из этого получилось. Прошло примерно 45 минут. Наш зирвак варится. Теперь можно добавить чеснок, чтобы он чуть провалился и отдал свой вкус. Минут через 15 можно добавлять воды, еще немного посолить и кидать рис. Ждем. Прошло еще 15 минут. В общей сложности примерно час. Посмотрим, что у нас из этого получилось. Мясо нежное, разваливается. Наваристый бульон, зирвак, соус. Называйте его как хотите. Кому как больше нравится. Следующая стадия. Мы промыли рис, чтобы была белая вода. 1,5 килограмма. Добавляем его в наш казан. Немножко осталось, ничего страшного. Аккуратненько равняем его по всей площади. Ничего не перемешиваем. Воды почти достаточно, надо, чтобы вода у нас чуть-чуть покрывала наш рис. Поэтому у меня есть вскипяченный чайник. Надо еще чуть-чуть добавить воды. В прошлый раз было 1,7 литра. В этот раз мы примерно где-то так грамм миллилитров 200-250. Больше не надо. Аккуратненько поправляем, чтобы весь рис у нас был в воде, ничто не пригорало. Все, и ждем, пока у нас будет вода вытапливаться, рис будет впитывать влагу, наш зирвак напитываться всеми вкусами, солью, перцем, всеми вкусностями, которые присутствуют в этом блюде. Накрываем крышкой, ждем примерно 10 минут. Прошло еще 10 минут, крышку мы не открывали, влага почти вся выпарилась, скорее всего там уже нет. Шурчит. Еще чуть есть, но она сейчас вся разойдется дальше. Что теперь необходимо? Закрыть крышкой, снять казан и на 10 минут дать ему отдохнуть. Одеваем нашу варежку. Берем еще одну прихватку. Наши импровизированные палочки. Не так, этой стороной. И снимаем наш казан с огня. Ставим на деревяшку, дабы не испортить стол, на толстую деревяшку. И ждем еще примерно 10 минут, пока дойдет рис до конца, впитает оставшуюся влагу. И будем смотреть, что из этого получилось. Прошло еще 10 минут, пора открывать наш плов. Рис с мясом, точнее. Он полностью дошел. Берем аккуратненько салфеточку. Чтобы не испачкаться. И можно перемешать. Рис рассыпчатый, совершенно не липкий. Не надо его перемешивать, там никаких делать дырочек. Видите, сам рассыпается. Аккуратненько перемешиваем.
Берем наше блюдо, выкладываем. Мяско побольше. Не забываем про чесночок. Он пахнет. Еще немножко мяска. Как-то так. Ну что, настало время попробовать, что мы здесь наварганили. Рис впитал все специи, которые мы добавили. Соль, перец. Единственное, я бы добавил чуть больше воды. Он чуть-чуть суховат. Нормально, но я бы еще добавил воды, чтобы он был помягче. Свинина сама разваливается, мягкая. Она, конечно, не супер сочная, которая течет, там прям соки выпускает. Ну, она мягкая, вкусная. Вкусная свинина. Вкусный рис с мясом. Но будете делать чуть-чуть, на грамм миллилитров 100, добавьте водички, и рис будет чуть-чуть сочнее. Горячо. А так, вкусное блюдо. Да, рису немножко не хватает. Еще чуть-чуть. Совсем чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть суховат. Поэтому будете делать, водички добавьте чуть-чуть побольше. А мясо. Хорошее вкусное мясо. Сильно ломать его не надо. Он само разваливается. Поэтому приятного мне аппетита. Вам приятного аппетита, если вы кушаете. И всего хорошего. Еще увидимся. Пока.